И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы занимались картографией, и сейчас это продолжим. Я думаю, что тот остров, на котором мы сейчас находимся, как раз он нужен для картографии, по крайней мере, один из них. Сейчас посмотрим. Так, занесенные руины. Вот. И здесь, получается, кроме занесенных руин, больше ничего нет. Но ржавая пустошь, понятно. Кстати, да, я немножко почитал по поводу этих боссов. Мы вряд ли будем их делать, ребят. Эти боссы рассчитаны на манчкинов из манчкинов. То есть для них нужно собирать специальные группы, делать специальные билды. Ну, вы знаете, как я это все не люблю, поэтому оставим их так. Над барханами веет опаляющий ветер. Вы пытаетесь прикрывать лицо, но от этого мало толку. Песок забивается во все доступные щели. Но спустя некоторое время впереди возникает какое-то строение. Идти вперед, невзирая на песчаную бурю. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что перед вами постройка древних Уана. Возможно, что и храм. Таящийся в тени проход уводит куда-то вглубь занесенного песками холма. Так, ну нас сразу встречает у порога скелет. О, и, судя по всему, какие-то пазлы. Так. Но если мы немножко это все... Нетушки. Сейчас немножко пособираем опыта с ловушечек. Вот эту ловушку не можем, видите, увидеть. И вот эту не можем. Боевой молот и граната. Ну, интересно, конечно, да, интересно. Ну хотя зачем нам опыт? Мы уже максимального уровня. Поздновато мы сюда пришли. Так, получается, здесь нет безопасного пути, видите? И вот эти ловушки я уже не вижу. Ну, правда, вот здесь вроде бы нет, смотрите. Но зато здесь есть. Сейчас нас долбанет. Так, ребята. Мы пока никуда не идем. Тут нам, кстати... Ну, отлично. Ну ладно, первое было непросто. Возможно, нам не нужно было идти сюда вверх. Возможно, нам нужно идти по низу. Сейчас мы попробуем пройти по низу, собственно.
Вот здесь вот, видите, как бы синенькие вот эти вот... Точнее, не синенькие, а червячки. Вот, возможно, по ним нужно идти. Да. Так, теперь мы открыли какую-то дверку. Забрали жемчужинку, и больше здесь ничего нет. Получается, ладно. Пойдем вернемся к той дверке. Знак смерти. Знак смерти. С такими мы уже сталкивались. У нас, правда, есть оберег, но... Отлично. Так, это не все. Здесь еще есть такие знаки. Так. И снова здесь ничего нет. Подождите, но это же комната не просто ради того, чтобы вот эти вещи золотые. Давайте-ка используем на внимательность волнистую губку. Нет? Ничего нет? Ну ладно. Тогда, пока она не закончилась, идем разбирать ловушечки. Так, здесь на трупе, кстати, что-то есть. Боевой молот и гранаты. Возможно, гранатами можно взрывать эти ловушки, кстати. Так, ну я вроде бы примерно запомнил, что я сейчас сделал. То есть теперь мы видим, где эти ловушки находятся. То есть вот так, а потом вот сюда и сюда. Хорошо. Берем всех остальных персонажей, кроме Серафина. Здесь мы просто пробегаем. Ох, ядрить да ядрить. Так, ребята, что-то не то. А, я его не выбрал назад. Все нормально, просто я случайно, наверное, не кликнул на него. Это, конечно, хреново.
Пока непонятно, зачем вот так комната со знаками смерти. Такое чувство, что там должно что-то быть, но его почему-то там нет. Не понимаю я предназначение этой комнаты. Очень не понимаю, и мне это очень не нравится. Но поднять внимательность выше мы уже никак не можем. Я уже просто вдоль стен продвигаюсь. Это ничего. Ладно. Я даже не представляю, как это можно было бы проходить, если бы не было вора. Либо же все-таки эти ловушки можно обезвредить как-то гранатами или чем-то таким. Так, все, здесь сохранились. Кстати, вот еще одна ловушка. Давайте, пока не закончилось действие нашей губки, сколько там у нее осталось? 90 секунд еще. Давайте пройдемся и пооткрываем все возможные ловушки. Все вроде бы хорошо. Так, теперь мы берем раз, два, три, четыре. Здесь мы сохраняемся. Так, стоп. Теперь мы здесь по одному. Не спеша. Ох ты блин, ох ты блин. Так, давайте вернемся назад. Не хочу сейчас лечиться, отдыхать.
Давайте ради интереса жахнем сюда огненный шар. На ловушке он не действует. Ну ладно. Так. Тут у нас 4 штуки. Среди языков пламени вы различаете нечто, лежащее на алтаре. Так, ребятки, давайте вы не будете ходить вдоль пламени. Так, давайте вообще нет, давайте вообще по-другому. Всех выведем отсюда. Нажимать будет кто-то один только. Я думаю, что это будет Серафим. Раз. Два. Три. 4. Ага, они через некоторое время возвращаются назад. Если я не ошибаюсь. Да, видите, они возвращаются назад. Хорошо. Есть какой-то порядок, подсказки какие-то? Подсказок нет. Возможно, их нужно просто все нажать одновременно? Сейчас попробуем, конечно. Так, ну что, почему все пошли? Что это такое? Я не нажимал выделить всех, насколько я помню. Так, ну ладно. Раз, два, три, 4. Есть. Сейчас они назад вернутся или нет? Сейчас посмотрим. Так, пока не возвращаются. На алтаре перед вами возлежит шипованный молот и пожелтевший от времени череп представителя разумной расы. Осмотреть алтарь. Вырезанный из потрепанного временем камня, этот алтарь видал и лучшие дни. Хоть и удивительно чист для того места, где вы его нашли, но основание его покрыто трещинами, а угловые рукояти для транспортировки изогнулись. Смотреть череп. Древний, потемневший, уже ставший хрупким от времени череп явно принадлежит представителю разумной расы. В его лобовую кость вставлен странный камень, назначение которого не ясно. Смотреть молот. Молот покрыт глубокими царапинами и пятнами ржавчины. Судя по внушительному эфесу и яблоку из хорошей стали, когда-то он был неплохим оружием, но эти дни явно давно минули. Так, давайте сохранимся. Забрать череп. Вы осторожно берете череп с алтаря. Большой череповый мула с маленьким камнем во лбу. Когда вы вертите череп в руках, камень в своем гнезде слегка шатается. Забрать молот. Вы осторожно поднимаете молот. Взвесив его в руке, вы понимаете, что он на удивление хорошо сбалансирован. Молот — это последнее слово. Тишине. Не может использовать активную способность на 2 секунды при критическом попадании. За вашей спиной с грохотом захлопывается огромная каменная дверь. Бам! Из отверстий в стене начинает струиться песок. Песок непрерывно поступает в помещение. Он уже засыпал вас по лодыжке и продолжает пребывать. Единственный выход преграждает массивная каменная дверь. Попытаться открыть дверь силой. Вы вцепляетесь в край двери, начинаете тянуть, и то со скрежетом отходит на 1 дюйм. Приналечь. Вы натужно хрипите, но отодвигаете дверь еще на 1 фут. Этого достаточно, чтобы остальные члены отряда смогли сбежать. Держать дверь открытой, пропуская спутников вперед. Или приналечь и заставить дверь открыться. Давайте еще раз. Пока вы налегаете на дверь, прилагая к тому всю свою силу, песок уже начинает покрывать вас по колени.
Вы отпихиваете дверь в сторону и удерживаете ее, пока остальные выбегают наружу. Как только все оказываются спасены, вы стремглав бросаете следом. За вами дверь вновь захлопывается. Ну ладно. Так. Ну что ж, здесь ловушечки, как мы помним. Большинство из них, кстати, на моего главного... Да, блин, вот что опять происходит? Что это? Почему? Пипец. Вот мы столкнулись с вами с новым глюком. Опять, вот вы видите, да, что происходит? Давайте гранату кинем. Не подействовала граната. Я понимаю, что этот глюк связан с тем, что ну, производится типа вход в бой после того, как наносится урон одному из персонажей. Но все равно это глюк. Так быть не должно. О, название острова, отлично. И вернуться к Сансе. Вообще замечательно. Так, Никитака. Поплыли. Почему мы не можем сюда поплыть? Мы поплыли сюда.
Приветствую, приветствую. Рад новой встрече. Как море? Спокойное? Ну, в общем, это он нам уже говорил. У меня есть кое-что для твоей книги. Чудесно. Прям жду не до... Ой, это что, какое-то рыбообразное существо? Я заранее отложил твою оплату, так и знал, что ты не подведешь. Пришло время, так сказать, глубокого погружения. Острова к востоку от зубов Магра называются Горящим Милем. Думаю, ты понимаешь, что там жарковато. Чтобы туда добраться, двигайся на северо-восток от пристани. О, это мы сделали. Я есть кое-что для твоей книги. Мы близки к успеху. Остался последний неисследованный уголок. Пошарив в карманах у пояса, Санса протягивает грящийся кошелек. Правда, есть причина. Воды в тех местах. Пожалуй, именно из-за этого региона никто до тебя не хотел мне помогать. Пришло время навестить проход Рацаи, что лежит на северо-западе. Там есть несколько островов, на которых еще никто не высаживался. Я знаю, что ты это изменишь. Буду ждать. Рацаи, по-моему, я помню. Видите, заданий тут даже с запасом для 20 уровня. Так, канал Арфилья, Зубы Магран, проход Рацая, северо-запад. Это вот где-то здесь, так а чего? А, здесь, по-моему, было какое-то... Вот, проход Рацая, проход Рацаи. Пепельное чрево, неопознанное место. Вот это вот мы с вами не исследовали точно. Я думаю, что туда нам и надо. Поплыли. Так, боевой дух. Команда хочет пить. Команда почему-то не пьет. И у нас, кстати, воды не так-то уж и много. Давайте, наверное, вернемся и закупимся. Это сейчас еще будет весело. Так, вода. Лепешка тар.
ваших матросов затеяли какую-то игру. Ну ладно, проиграли. Так, неопознанное место. Это вроде бы как раз здесь, да? То есть нужно сначала на этот остров высадиться, и потом оно нам отобразится. Нужно возле этой горы. О, клык холопы. Клык кахопы. Перед вами вздымается крутой склон. Сыпучие камни и колючий кустарник преграждают путь, но отдельные валуны и трещины позволяют найти точки опоры. Оценить склон. Вы начинаете отважное восхождение по горному склону. Вскоре удается найти небольшую, но плоскую каменистую полку. Вы забираетесь на нее. На каменной полке стоит ярко разодетый нага, вздымая руки перед примитивным тотемом. Создание замечает вас и пятится, издавая громкое шипение. Метнуть в тотем взрывчатку. Эдер поджигает снаряд и бросает его в тотем. От взрыва он разлетается на части. Из дыма появляется Нага-шаман, невредим. Эдер оказывается прямо перед ним. Оглушительный визг отражается от скал. Из отверстий в скале вырывается целая туча летучих мышей. Зоти не успевает увернуться и оказывается прямо на пути крылатых созданий. Зоти теряет равновесие и падает на острые камни. Нага начинает напевать над глубоким светящим голосом. Летучие мыши визжа собираются в тучу над вашей головой, а затем пикируют вниз. Зоти получает травму. Надо было, кстати, отдохнуть на Китаке. Видите, у нас вооружение очень классно работает. Огненный Нага чародей. Мы действительно переманиваем на свою сторону очень часто врагов. Осколок солнца. Боевой цеп. Одноручная. Нанесено урона как огненный 15%. Булыжник. Минус 1 класс защиты и дробящий при критическом попадании. Ну, много всяких, короче, полезных штук. Ладно, пойдем дальше. Вот пещера, собственно. Гора перед вами вздымается до самых облаков. Забраться на гору. Вы выбираетесь на поляну. Впереди виднеется распахнутый зев пещеры, откуда вырываются облака маслянисто-черного дыма. Войти в пещеру. Роняя слезы и задыхаясь, вы прорываетесь сквозь дым, добираясь до пещеры. Так, у нас, кстати,
Надо бы отдохнуть, если есть возможность это сделать. Потому что Зоти с 3 травмами. Есть такое дело. Так. Вот это мне не очень нравится. И они типа готовы с нами сражаться. А ну-ка, мы можем обезвредить это или нет? Да, можно. Давайте обезвредим. Отлично. Ну, теперь можно сражаться. Ну, пока неплохо. Тут наверху ничего нет. Нет. Вала. Что это такое непонятно? Это, видимо, какая-то главная нага. Ладно. Готово. Милость Магран. Боевой топор одноручный. Легендарный предмет. Огненная плеть. Плюс 15 урона как огненный, плюс 2 уровня, плюс 2 все уровня мощи от огня. Обожженный плащ реку. Дает кровавый огонь. Полученный огненный урон переводится в здоровье при наличии хотя бы одной травмы. Прикольно. Это полезный плащ, ребятки. Определенно полезный плащ.
Из статуи исходят волны ослепительного жара. И яйцо. Детеныш огненной наги. +2 класс защиты огненный. Прикольно. У нас есть детеныш огненной наги. Замечательно. Ну что ж, это все. Здесь все. Это у нас будет наги. Так, и у нас обновилось задание. Среди каменистых островов, образующих зубомограм, мне удалось найти пещеру, где жили огненные наги. Но это еще не все, судя по всему. А пепельное чрево, это нам туда нужно было по вот этому заданию, по основному. Он ждет в огне, да. Ладно. А что тут есть еще? Историческая пустыня. Но это, скорее всего, один из боссов. Что-то мне подсказывает. Сейчас посмотрим, конечно. Но, по-моему, это один из тех самых боссов. Ядрить да ядрить. До свидания. Приятно было познакомиться. Но здесь мы, получается, еще не были, если я не ошибаюсь. Почему я так думаю? Потому что мы не собрали воду. Ну и как бы запад от Рахода Рацаи, это вот, собственно, здесь, вот здесь еще тоже мы не были. Каменный алтарь перед вами пуст, если не считать следов запекшейся крови и прилипших к ней волос. Смотреть алтарь. Площадка перед алтарем отполирована веками топтавшейся по ней ногами и бесчисленным множеством костлявых коленей. Откуда-то сочится вода, образуя посреди святилища некое подобие грязного болота. Чистый слой застарелой крови вы обнаруживаете на алтаре переплетение глубоких царапин. Память о многочисленных жестоких жертвоприношениях. Смотреться вокруг лагеря. Эдер сует руку в жидкую грязь позади алтаря и извлекает на свет потрепанный дневник. Сохранность оставляет желать лучшего, но некоторые строки все еще можно разобрать. Закорючки букв в этом дневнике почти невозможно прочитать, но несколько слов вы все же можете разобрать. Так, поместье Акимира и алая жатва. Что-то с поместьем Аркемира связанное. Ну ладно. Мы не можем ничего с этим алтарем сделать. Разрушить его, там что-то такое.
Вдалеке маячит вход в какую-то пещеру, слегка прикрытый вывороченными, лишенными листвы стволами. Приблизиться к пещере. Что-то хрустит под вашей ногой, когда вы подходите к пещере. Увы, но это оказывается вовсе не сухая ветка, а ставшая хрупкой от ветхости кость. Теперь вы сможете прийти на окрестности пещеры новым взором. То, что прежде казалось вам старыми ветками, на самом деле кости. Одни наполовину ушли в землю, другие свалены в кучу. Многие успели побелеть от времени. Вы медлите, прежде чем войти в пещеру. Проход впереди исчезает в кромешной мгле, откуда доносятся запахи смерти и разложения. Войти в пещеру. Ребята, от такого запаха невозможно устоять. Ох, елки-палки, сколько здесь костей. Смотрите, просто посмотрите на это. Горы костей. Вот и все, что осталось от тех тысяч, что сгинули в этой пещере. Откуда они здесь взялись, на этом острове? Тысячи просто. Да даже больше, я не знаю, сколько здесь. Опа. Древний Фамир. Фамир-жрец. Фамиры это, я так понимаю, местные вампиры. Блин, я погончик сразу зарядил. Их больше нет. Гримуар мудреца Фамира. На ветреном каменном пьедестале покоится древний гроб из Адры. Одеяние разносчика даров. Ячейки быстрого доступа +1, комплект оружием +1. Служитель памяти. Все защиты, кроме отклонения, +5. Повышается с показателем истории. Отлично. Фамира. Так. Где жили огненные наги? Странный культ. Ну, я думаю, что последнее это все-таки вот сюда.
Гибельное болото. Вы бредете через темную, холодную трясину, которая с каждым шагом становится все глубже. Ноги скользят в жидкой грязи. Кажется, впереди еще опаснее, чем было прежде, но не зря же вы уже забрались так далеко. Продолжать идти через болото. Вы продвигаетесь все дальше. Повсюду, куда хватает глаз, видны лишь глубокие ямы, затопленные водой и жидкой грязью, но Эдер помогает их обойти. Болото неподвижно и молчаливо, воздух пахнет сырой гнилью, а в смрадных водах разлагаются скопившиеся за многие годы остатки растений и животных. Над трясиной стелется густой туман. Из тумана бесшумно возникают несколько силуэтов. Головы стражей скрыты под капюшонами, за ними бредут болотные скрытни. Огромный Аумауа во главе отряда обнажает меч и указывает им на вас. Если дорожишь своей шкурой, то уйдешь и больше не вернешься. Он смотрит так, словно точно мечтает, чтобы вы бросили ему вызов. С чего мне тебя слушать? Я охраняю эти края и не позволю тебе нарушить их священный покой. Я просто путешествую. Мужчина некоторое время хмурится, глядя на вас, прежде чем заговорить. Затем он вздыхает, скорее раздраженно, а не гневно, и скрещивает руки. Проходи, но не задерживайся. При новой встрече цивилизованного диалога не будет. В глубине болот вы находите заплетенный лианами проход в пещеру. Изнутри доносится все тот же привычный для этих мест гнилостный запах, но к нему примешиваются напоминающие об алхимии ароматы. Раздвинув заросли и проникнув в пещеру, вы отчетливо слышите чей-то смех. Друид местный, наверное, какой-то живет. Опа. Болотная ведьма. Малый болотный слизняк. Знаете, ребят, мы с вами займемся этими ребятами, но уже в следующей серии, потому что сейчас время уже подходит к концу, чтобы не затягивать серию. Вот мы сейчас сохранимся, а в следующей части уже продолжим. Ну, я думаю, что это последний остров. Вот, и это будет последнее побочное задание, которое у нас есть. Посмотрим, конечно. Опа. Бой начался. Ну ладно. Поехали. Только работаем быстро и эффективно. А нам не так-то уж и просто это все сделать сейчас, скажу я вам. Так, они тут на нас нападают, поэтому надо сначала с ними разобраться. Болотная ведьма. С ней нужно в первую очередь разобраться. Еще можно повызывать наших. А, мы не можем, это между передышками. Да. Ладно.
все. Мы нашли осколок котла, шея, кислотное отражение, класс защиты разъедающая +1, преображенное железо. Весь равно атак кислотой и ядом может с 20% вероятностью вернуть 20 здоровья владельцу. Телосложение +1 дает ядовитая чистка. Осколок вытягивает из тела персонажа смертоносные жидкости и опасные опухоли, дает кратковременную неуязвимость к ядам. Гримуар Бипара. Так, ну что, это все? Получается, что здесь есть. Вода перед вами переливается всевозможными красками. Время от времени на поверхности лопается пузырек, выпуская цветной дымок, обладающий едким, но ароматным запахом. Смотреть водоем. Вы зачерпываете стеклянной бутылочкой из бурлящего водоема и подносите ее к свету, чтобы рассмотреть получше. Жидкость внутри неспешно разделяется на несколько слоев. Каждый из них обладает различной плотностью, а значит перед вами несколько различных составов. Испарение туманят ваш взгляд и заставляет кружиться голову. Пока не будем пить. Болотный газ отдает вонью гниющей плоти. Так, в общем, вот сейчас мы точно уже не в этот раз будем все смотреть. Давайте сначала загрузимся с быстрого сохранения, потом сохранимся, потому что там еще какой-то пленник. Вот. Посмотрим, что он нам расскажет. Скорее всего, это будет довольно длинный диалог, поэтому его мы оставим на следующий раз. Ну а на сегодня это все. С вами был Элиторм. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До следующей встречи.